просто будем готовиться, пока техподдержка у нас готовит нас, чтобы вовремя начать, чтобы уже пошел эфир во все соцсети. Я хочу напомнить вам, что у нас эфир идет, но это пока мы так между собойчиком, да? Эфир у нас идет в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Перископе, в Инстаграме, так, в Ютубе, конечно, на YouTube-канале. Вот. Пока мы все это включим, нужно немножечко времени, но зато будет везде. Называется это шикарная программа Рестрим, которая нас размножает. Ну, а пока народ подтягивается, у нас сегодня разговор будет об очень хорошая тема, будет такая, об очень хорошем деле. Это сон. И кто как к нему относится, это вообще тоже очень интересно. Давайте пока будем собираться. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, плюсики поставьте, если вы нас хорошо слышите. Если все слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Но не поленитесь, дайте нам знать, что вы здесь, что мы не зря тут вещаем, стараемся. Так. Да, мы в эфире. Угу. Пошли Вот, плюсики. Спасибо большое. Спасибо за плюсики. И что хорошо видно. Если все видно, все в порядке, поставьте плюсики, пожалуйста. Угу. Угу. Ну и, как всегда, это уже традиционно, напишите, пожалуйста, из каких городов, из каких стран. Вижу Ростов, вижу Воронеж, вижу Москва, да, Тамбов, Орел, Турция. У нас сегодня будет спикер из Турции. Спикер из Орла, но вещает из Турции. Да, Турция из Орла. Орел из Турции, нет, вот так, да, Орел из Турции. Да. Орел из Турции. Угу. Орлиха. Да. Казахстан, Украина, спасибо большое, вы всегда нас поддерживаете. Минск, Белоруссия, Грузия, Ереван вижу. Спасибо большое всем. Ну что, тогда давайте начнем. Мы сегодня будем говорить, ну, естественно, о долголетии. О чем же еще? Мы только об этом и говорим. Чтобы прожить долго-долго, в здравом уме и при нормальной памяти, да еще на своих ногах, да еще чтобы было весело, интересно, ну и так далее. И одно из условий таких долголетия – это, конечно, правильный сон. Человек может прожить без сна достаточно долго. Это вроде бы это не воздух, да, не вода, ну, тем более не питание, но тем не менее изменения будут сразу. Даже если 1-2 дня человек не спит, уже у него начинается слабость, пониженная концентрация внимания, 3-4 дня у него начинается уже состояние такое, совершенно рассеянное состояние, усиленное, учащенное сердцебиение, 5-6 дней, там уже начинают дрожание рук. И был такой эксперимент, когда человек не спал 17 дней, то есть совсем не спал 17 дней, то есть там начинается абсолютная апатия, и совершенно человек вот такой совершенно размазанный. Я не знаю, что было с этим человеком, кстати, надо почитать, это интересно, но сон – это одна из важнейших составляющих вообще жизнедеятельности человека, его здоровья. А для нас сегодня это еще один из очень мощных факторов иммунитета, потому что иммунитет, если неправильный сон или вообще плохой сон, то иммунитет, конечно, ослабевает.
А поскольку сегодня ситуация на Земле, на планете достаточно неспокойная, это мягко говоря, да, неспокойная, то мы должны соблюдать какие-то правила, которые раньше могли не соблюдать. Ой, ну ладно, тут не поспала, потом посплю, или тут там не погуляла, потом догуляю и так далее. Вот сейчас мы не можем расслабиться. Сейчас мы должны очень четко соблюдать правила игры, скажем так. Ну, если с нами кто-то играет, то мы должны подумать, что вообще нам делать в этом случае. И сегодня с вами будем об этом говорить. Это Люба Колганова, которая находится, это тот самый орел из Турции, который сейчас находится в Турции. Ну, в общем, у богатых свои причуды, почему бы и нет. Будут вопросы, спрашивайте. Я уже спросила про воду. Вода 24-25 градусов, температура не знаю, но, видимо, хорошая. В общем, все там хорошо. И Жанетта Карганова, она из Тамбова, пока еще она не выехала в Турцию, ну, все впереди еще. И вот вдвоем они работают уже несколько месяцев, и вы можете увидеть их в Инстаграме. Очень часто они еще сделают анонс своим передачам в Инстаграме. А для нас они сегодня подготовили вот эту программу о том, как правильно спать, сколько нужно спать и что будет, если мы будем плохо спать. Итак, передаю им слово. Встречайте, пожалуйста, Жанетта и Любовь Колганова. Добрый вечер всем. Сон – это естественное состояние нашего организма. Это необходимое состояние, потому что во сне организм у нас отдыхает, набирается сил. И что, наверное, самое важное, во сне наш организм очищается. Во сне происходит программа, если можно так назвать, программа детокса. Мне очень понравилось одно выражение одного ученого, который сказал, что человек – это единственное живое существо, которое осознанно ограничивает себя во сне. То есть мы в какой-то мере примерно понимаем, какое количество часов нам нужно для сна. И это, кстати, очень индивидуальная вещь, несмотря на все споры и разговоры вокруг этой цифры. Но при этом человек умудряется каким-то образом не высыпаться и не восстанавливаться, соответственно. Так вот, сегодня мы поговорим о том, какие нарушения или неправильное поведение приводит к тому, что происходит нарушение во сне, нарушение со сном. Я сейчас хочу задать вам 3 вопроса. Это такой небольшой тест. Вы можете ответить или в чате нам, или просто сами для себя, так скажем, да, про себя. Вопросы будут такие. Вопрос первый. Нужен ли вам будильник для того, чтобы проснуться утром? Это первый вопрос. Второй вопрос. Утром вы используете кофе или какие-либо другие энергетики для того, чтобы быть бодрым в течение дня? И третий вопрос. Достаточно ли вам 5-10 минут для того, чтобы, то есть вечером уснуть? Если вы ответили утвердительно, то есть ответили положительно «да» на первых 2 вопроса, и на третий вопрос ответили «нет», то я могу с уверенностью сказать, что нарушение у вас есть со сном. Давайте сейчас разберемся, какие же все-таки бывают нарушения сна. Нарушение сна – это не только отсутствие сна. Есть несколько еще факторов, которые указывают на то, что человек страдает нарушением сна. Один из таких факторов – это раннее пробуждение. Раннее пробуждение, и люди, как правило, определяют такой фразой, что как будто кто-то толкнул в бок. То есть человек встает, несмотря на то, что будильник у него там поставлен на другое время, и человек потом после этого не может очень долгое время заснуть.
Еще одно нарушение – это, естественно, когда человек ложится спать, вот в течение этих 10 минут, про которые я уже сказала, он не может уснуть, и значит, лезут какие-то непонятные мысли в голову, и человек начинает анализировать какие-то ситуации, то есть какие-то проблемы, связанные с работой или с отношениями в семье, или, может быть, ситуации, которые были неприятные в течение дня. И вот так вот, гоняя свои мысли по кругу, соответственно, он не может уснуть. То есть это тоже считается нарушением сна. Выбиваю чуть-чуть, у меня сеть, звонки идут. Следующий признак того, что есть нарушение сна. Это когда человек в течение ночи несколько раз просыпается. То есть это многократная такая ситуация. Следующий признак того, что у вас нарушен сон, это когда идет поверхностный сон. То есть человек при этом определяет, что он как бы слышит то, что происходит вокруг. Хотя окружающие говорят, что ты спал, но у человека есть такое ощущение, что он не спал всю ночь. Это тоже относится к нарушениям сна. Конечно же, если человека мучают кошмары, это тоже относится к нарушениям сна. Здесь уже обязательно стоит обратиться к специалисту, потому что человек с такими признаками, как правило, сам не может справиться, естественным, так скажем, какими-то вещами. Вот поэтому здесь нужно обязательно обратиться к специалисту. Я бы еще отнесла к нарушениям сна храп. Почему? Потому что здесь страдает уже не только сам человек, но и окружающие его люди, да. Вот. И поэтому, как говорят ученые, что может сравниться, то есть как можно определить, что такое храп? Это кратковременное такое удушье, да. Даже некоторые говорят, что это такая кратковременная смерть. Мозг сразу же подает команду всему организму, что стоп всем функциям, да, жизнедеятельности организма. И, может быть, все бы ничего, если бы это происходило 2-3 раза там, в ночь, да, но, как говорят, опять же, ученые, люди, страдающие храпом, вот таких кратковременных задержек дыхания происходит от 200 до 400, что уже пагубно влияет, конечно, на организм, и, как правило, эти люди страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. И мы все прекрасно знаем, что есть такая статистика, что самое большое количество инсультов и инфарктов приходится именно на утренние часы. Вот, кстати, это одна тоже из причин инсультов и инфарктов. И поэтому здесь я бы порекомендовала очень хороший, в нашей компании есть продукт, который называется вот, эликсир для полости рта. Называется, вот он на основе эфирных масел. Что он делает? Он обладает противохраповым эффектом. Кстати, в этой же линейке есть зубная паста, тоже с эфирным маслом. Он очень хорошо укрепляет небную занавеску. Есть такое понятие небная занавесочка, да, то есть идет западание этой небной занавески, отсюда идет такой вот звук храпа. Он очень хорошо тонизирует десна, очень хорошо тонизирует полость рта, работает с нашей дыхательной системы, то есть он прочищает очень хорошо носоглотку, устраняет бактерии и отеки. Поэтому я рекомендую людям, которые страдают, так скажем, храпом, да, вот использовать такой очень хороший продукт. Им можно полоскать горло, то есть добавляете на полстакана воды несколько капель эликсира, размешиваете и выполаскиваете горло. Мне очень нравится использовать этот продукт. Я капаю несколько капель, буквально 1-2 капли на зубную пасту. То есть, соответственно, утро-вечер вот пользуюсь этим эликсиром. Очень хорошо освежает полость рта. Работает, как я уже сказала, с деснами, потому что человек, кстати, вот это нарушение сна может быть из-за того, что у человека постоянно хронические какие-то отиты, гаймориты, и вот этот эликсир очень хорошо будет восстанавливать работу носоглотки. Что еще можно сказать про то, что почему, конечно, необходимо человеку спать? Потому что именно во сне вырабатывается очень важный гормон для нашего организма, он называется мелатонин.
Этот гормон еще называют гормон молодости, потому что, конечно, он огромное значение имеет для нашего организма. Это и преждевременное старение, то есть предотвращает, да, скажем, преждевременное старение. Хорошо очень работает с иммунной системой, естественно. Но есть один нюанс. Этот гормон вырабатывается только в ночное время суток или, так скажем, вот в идеальной темноте. И вот те споры, которые до сих пор даже ведут ученые о том, что очень продолжительное количество времени было такое мнение, что ложиться нужно спать в период 22-23 часа, то сейчас есть такая информация, что, в принципе, если у вас в спальне очень плотные гардины, то вы можете продлить вот этот момент, так скажем, темноты, задернув шторы, да, или какие-то, то есть жалюзи. Это вполне возможно, тем более мы живем на такой территории, когда у нас, то есть меняется световой день. Зимой мы можем лечь пораньше спать, а летом мы можем попозже лечь спать. Но в любом случае сон у нас делится на несколько фаз. Это 4 фазы. Первая фаза – это вхождение в сон, так называемый поверхностный сон. Вторая фаза – это вхождение в глубокий сон. Третья фаза – это фаза сновидений. И четвертая фаза, соответственно, это мы уже выходим, человек уже выходит из глубокого сна опять в поверхностный сон. И вот что здесь очень важно, что когда человек просыпается, ему необходимо проснуться в правильной фазе, потому что есть такое понятие, которое называется циркадные ритмы. И вот цикличность вот этого ритма, она связана с такой цифрой 1,5 часа. И вот важно даже не во сколько вы, то есть, ложитесь спать, а когда вы именно просыпаетесь, в какую фазу сна вы просыпаетесь. Ну, чтобы наглядно это было понятно, ну, допустим, вот вам нужно встать 6:30 утра, то есть 6:30 утра. Соответственно, мы смотрим, да, кратность 1,5-часовая. Вы должны спать, лечь или, получается, в 11 часов, или вы ложитесь спать в половину первого ночи, для того, чтобы вам попасть вот в этот цикл. Значит, про мелатонин я вам сказала, нарушение сказала, про циркадные ритмы сказала. Вот мне еще, знаете, хотелось поделиться такими фактами, было очень интересно. Ученые провели такое исследование при помощи миниатюрных часиков, да, которые одевали люди на руку, и такое исследование проводилось в 100 странах мира. И вот путем такого исследования они обнаружили, что самая долго спящая нация – это люди, которые живут в Нидерландах. А вот люди, которые живут в Японии и Сингапуре, то эти люди спят очень мало. Вот, но как объяснять ученые, это не, ну, то есть и не плюс, и не минус, это вот такое, может быть, так скажем, отличие какое-то национальное, или это ритм жизни, или, опять же, световой день. Потому что вот именно выработку мелатонина мы можем отрегулировать. И, кстати, касается это еще и того, если человек, допустим, не может утром встать, и одно из нарушений сна тоже является то, что человек вот встал, например, утром, или плохо пробуждается. И для того, чтобы быстро-быстро пробудиться, нужно просто включить свет искусственный, и тем самым вы быстрее проснетесь. По поводу правил того, как лучше заснуть, потому что даже если прослушав сегодня вот нашу презентацию, вы, может быть, для себя там отметите какие-то вещи, которые можно просто сделать, ну, для вас будет легко. Какие же существуют правила? Ну, касаемо спальни, как говорят, опять же, ученые, ничего лишнего в спальне не должно быть. Они очень отрицательно относятся к тому, чтобы в спальне находился телевизор или какие-либо другие гаджеты, потому что вот сидение в гаджетах и перед экраном телевизора то есть за 2 часа до сна в любом случае нужно прекратить. И если вы все-таки общаетесь с гаджетами, то, опять же, это статистика,
2 часа сидения вот в таких гаджетах или перед экраном телевизора перед сном уменьшает количество мелатонина ровно на 20%. Что же должно быть в спальне? А в спальне должна быть широкая кровать, как опять же выяснили ученые, лучше, если 90 сантиметров минимум, кровать должна быть широкая, потому что это очень влияет на качество сна. Естественно, подушка должна быть, подушка не та, которая досталась вам в наследство от бабушки, перьевая. Сейчас очень много интересных производителей экологически чистого материала, и можно вполне подобрать себе очень приличную подушку. Если у вас есть проблемы с шейно-воротниковой зоной, то, конечно, рекомендуют анатомическую подушку, которая полностью повторяет изгиб шейных позвонков. И для людей, у которых все-таки есть остеохондроз шейных позвонков, то, конечно же, лучше приобрести такую подушку. Касаемо матраса, кстати, для меня это тоже было такое открытие, потому что последние годы все говорят о том, что матрас должен быть жесткий. Но вот я разговаривала с несколькими людьми, и обычно, когда спрашиваешь таких людей, ну как на жестком матрасе спать, тогда люди отвечают: ну, ужасно, такое ощущение, все болит или там, ну, тяжело как бы, да. И тогда напрашивается такой вопрос: а для чего вообще? Матрас должен быть комфортным. Сейчас тоже можно приехать в любой салон, подобрать себе матрас, и, конечно, в лучшем случае, если вы просто элементарно полежите на нескольких матрасах, выберете себе тот, который комфортный. То есть о чем я хочу сказать? Не нужно гнаться за какими-то такими новомодными вещами только потому, что это вдруг стало полезным. Ну, как бы кто-то решил, что это полезно. Всегда нужно ориентироваться на свои какие-то ощущения. Что еще? Оказывается, что когда мы просыпаемся, те люди, которые не сразу заправляют кровать, оказывается, они были правы. Знаете почему? Потому что когда мы просыпаемся, нужно откинуть одеяло обязательно, да, не заправлять кровать, а проветрить обязательно спальню, помещение. Потому что после сна у нас в нашей постели огромное количество находится клещей, и, по-моему, даже до 15 видов всякой всячины. Вот, и тем самым просто мы даем возможность всему этому размножаться до следующего своего, так скажем, сна. Да? Поэтому обязательно нужно проветривать свою постель. В лучшем случае, конечно, если просто выветрите где-то на свежем воздухе или на балконе, но если нет такой возможности, то просто откиньте одеяло, откройте окно и проветрите обязательно свою постель. Еще интересный такой факт мне понравился, когда я готовилась к этому эфиру. Оказывается, внимание, женщины, оказывается, что 70% мужчин видят во сне больше мужчин. А вот женщины видят одинаково в своих сновидениях и мужчин, и женщин. Вот этот факт мне показался очень интересным, поэтому женщины, которые сегодня нас смотрят и слушают, обратите на это внимание. И будьте всегда красивы и привлекательны, так скажем, наяву, потому что это же в ваших же интересах. Ну, меня кто-то дополнит, я думаю, я вот такие основные моменты какие-то сказала. Любочка, может быть, ты нам что-то дополнишь? Да, я хотела рассказать как раз вот о циркадных ритмах. Тоже интересная такая интересная информация. Вообще впервые это понятие появилось в 1931 году, когда американские летчики облетели вокруг земного шара, и у них, естественно, сбились все эти ритмы, потому что, ну, много часовых поясов они пересекли, вот, и тогда люди поняли, что когда человек перемещается, да, куда-то в другое место, где другой часовой пояс, то эти ритмы сбиваются, и появляется, как правило, нарушение сна. Это первая особенность, а за ней тянется вялость, усталость, то есть вот такие все вещи, которые, наверное, знакомы многим путешественникам, людям, кто куда-то вот далеко улетал. И каким образом вообще, вот ты говорила о мелатонине, да, что он очень важен, и он действительно вырабатывается в темное время суток, но как же эти ритмы, их стабилизировать? Вот я такой интересный момент, что там со звуком, да?
Или это у меня? Все нормально со звуком? Да, нормально слышно, да. Нормально, да? Ага, все. Значит, вот представьте себе, ребенок качается на качелях. И если вы в тот момент, когда нужно просыпаться, да, а вы никак не можете проснуться, но все-таки вы усилием воли заставите себя встать, и вот этот свет организм воспримет как сигнал к тому, что это как вот на качелях, когда вы подкачнули в ту сторону, да, в правильную. Ведь если как, допустим, все, наверное, качались на качелях, если мы раскачиваемся в ту сторону, куда летят качели, то у нас усиливается это. Если же наоборот, то это тормозится. Вот. И вот таким образом что происходит? Что когда мы, допустим, если мы не можем с утра проснуться, для нас это тяжело, и, предположим, мы проснулись, мы увидели свет, наш организм увидел свет, для него это сигнал включиться, и он понимает, что все, наступило утро, и как бы пора бодрствовать. Вот. И важный момент тут такой, что на следующий день организм проснется раньше, потому что он будет понимать, что вот в это время утра, как вот у животных, да, они же, эти циркадные ритмы существуют, и если им в другое время включать, например, свет и делать затемнение, то у них меняются эти ритмы. Точно так же человек их может настраивать. Понятное дело, что искусственный свет, конечно, он не может так воздействовать, как натуральный свет, естественный, но, тем не менее, можно как-то помогать своему организму немножечко легче, быстрее адаптироваться за счет того, что вот утром пораньше включить свет, а вечером его выключить. И вот как правильно Жанетта сказала, не сидеть, да, там допоздна допустим, в каких-то гаджетах, или часто мы любим там кто-то телевизор посмотреть, кто-то еще что-то. То есть если мы выключаем свет, для организма это сигнал, что пора ложиться спать, что все, время ночи наступило, и пора мелатонина вырабатываться для того, чтобы у нас было хорошее самочувствие. И, кстати, еще один очень интересный момент. В период быстрого сна у нас перерабатываются эмоции. И, в частности, негативные различные эмоции, которые вот накопились в течение дня. И это очень важные ритмы сна, потому что если у нас организм в данный момент не спит, он как-то бодрствует, да, или не хватает ему просто сна для того, чтобы все это переварить, они потом остаются в мозге и вызывают различные стрессовые негативные состояния, вплоть до заболеваний, потому что сейчас, вы знаете, наверное, очень многие заболевания, да, как говорят их, психосоматические, то есть то, что у нас где-то там накопилось, оно в мозге застряло, и оно потом влияет уже на весь наш организм и может вызвать даже, вот как я читала, бессонница длительная, может вызвать и сердечно-сосудистые заболевания, и сахарный диабет, то есть серьезнейшие заболевания, которые, казалось бы, да, как они могут быть связаны со сном. И еще очень интересный такой факт я недавно узнала, что обычно вот у нас, наверное, многие слышали, говорят, что люди с возрастом, они начинают меньше спать. И это как бы, так вот нормально, да? Оказалось, что с возрастом как раз людям требуется больше сна. И что ученые выяснили? Когда, допустим, пожилые люди, которые вот спали, допустим, человек пожилой спит 7 часов, да, потом он начинает спать 8 часов, естественно, спать в нормальное время суток, вот, то его состояние улучшается. И долгожители, которых у нас очень много на Кавказе, допустим, да, у них вообще оказалось, что опрашивали долгожителей, таких прям долгожителей, которым там по 100 с лишним лет, что их средняя продолжительность сна 11-13 часов. И получается, что чем больше человек в возрасте спит, то есть если вы хотите, поскольку у нас речь о долголетии тоже, да, быть долгожителем, то сон должен быть долгим и качественным, хорошим. И вот по поводу матрасов, кстати, Жанна, тоже что хочу сказать. Я когда выбирала себе матрас, мне очень понравился консультант в магазине. Она говорит, вы знаете, жесткие, не жесткие, это все вот понятие моды, но, тем не менее, ложитесь, пробуйте.
И людям с более таким хрупким телосложением, да, не мягким, не пышечком, наоборот, рекомендуют более мягкие матрасы для того, чтобы им там удобнее, комфортнее было спать. Да, вот это я поняла очень четко, потому что у меня, допустим, у дочки есть диван такой жесткий, я там себя не очень комфортно чувствую, а вот в своей мягкой кровати я чувствую себя просто замечательно. Вот, Любочка, по поводу того, что ты сказала, что долгожители спят очень много, и поэтому это один из, так скажем, моментов, почему они долго живут. А я сейчас вспомнила такой факт, что сейчас есть такое мнение, что если девушка, женщина хочет похудеть, то ей нужно больше спать. По той простой причине, да, по той простой причине, что как я уже сказала, во время сна у нас идут процессы, и это мы свое тело укладываем, так скажем, да, горизонтально, ну, да. А процессы-то у нас идут в организме, да, и вот именно сон, он существует для того, чтобы наш организм освобождался от шлаков, от токсинов, причем были долгие споры, в конце концов ученые все-таки пришли к мнению, что и клетки мозга восстанавливаются во время сна, поэтому сон-то и очень важен. И вот еще из-за того, что идет процесс детоксикации, то есть очищения, соответственно, идет у нас и процесс, кстати, потери жидкости в том числе. Почему я сказала про подушку, почему очень важно менять почаще подушку, потому что, оказывается, в течение ночи у нас в подушку впитывается около 100 мл жидкости, то есть, ну, это наш пот, да, и еще 300-400 мл это матрасы, одеяло. То есть это все там скапливается, поэтому обязательно нужно следить за тем, чтобы отдавать в химчистку, менять свои постельные принадлежности. И еще я хотела бы сказать, что очень важно, если вы чувствуете, что все-таки вы плохо спите и высыпаетесь плохо, и вам это, естественно, мешает проводить свой день в бодром состоянии, придумайте себе какую-нибудь такую традицию, да? Ну, например, принимать теплую ванну с эфирным маслом, или душ, да, или делать ежедневные прогулки там, в течение 20-40 минут, потому что физическая нагрузка, поверьте мне, она очень хорошо влияет на вот ваш, так скажем, крепкий сон. Почему? Потому что у нас наша природа, да, нашего организма, так скажем, человеческого, она организована так, что есть часы бодрствования, часы там отдыха. И если вы физически свое тело, ну, как это можно сказать, не умотали за день. Особенно, да, это детей касается. Да, потому что все-таки тело, оно и для этого и нам и предназначено, чтобы мы физически как-то его использовали, да. И поэтому вот придумайте себе такие интересные традиции, может быть, массаж. Мне очень нравится массаж стоп. Я думаю, Люб, ты тоже это любишь. Это просто с эфирным маслом, это просто великолепно. Или вот сделайте, например, себе, вот у нас есть такая аромадиффузор, такой диффузор. Их сейчас очень много разных модификаций. Можно сделать также себе такой аромасеанс, да, с эфирными маслами. И вот что интересно, все-таки действительно наш организм очень интересная штука, что на ваша нервная система уже даже на следующий день уже будет, так скажем, предвосхищать вот эту традицию, и постепенно, как говорят, что привычка вырабатывается, да, в течение 21 дня, то есть ваша нервная система тоже к этому привыкнет, и это будет способствовать тому, что вы будете лучше высыпаться. Просто придумайте себе вот такую традицию, приятную. Ну и если говорить по поводу нашей продукции, то, конечно, я бы порекомендовала для очень крепкого, хорошего сна. Я вот использую масло апельсина, масло эвкалипта, еще масло лаванды. Да, вот я как раз хотела сказать, я всегда беру в путешествия, потому что все равно, особенно когда далеко куда-то летишь, и где есть определенная разница во времени, то все равно сбиваются вот эти циркадные ритмы, и наша смесь «Крепкий сон», она замечательно работает. Я очень люблю ее или на живот, или вот так на волосы нанести, можно на подушечку там капельку, и будете спать прекрасно. Или просто понюхать, да. Ну, кстати, вот еще, Спасибо, знаете, Ольга хочу Васильевна. рассказать такой момент. Вот буквально у меня было на прошлой неделе, ко мне обратился человек, женщина. Она вот думала, что у нее действительно нарушение сна. Ну да, у нее было нарушение сна, но мы выяснили причину, потому что не всегда нарушение сна – это именно нарушение сна как такового, да.
Выяснилось, что женщина просто находится в предклимактерическом периоде, и у женщины, то есть, ну, естественно, идут какие-то такие, ну, так скажем, состояния ночью, да, которые сподвигивают ее на пробуждение. Так вот, конечно, в этом моменте сначала нужно решить вопрос именно с тем, что привело к нарушению сна, а потом уже пытаться делать какие-то вещи, которые будут восстанавливать ваш сон, потому что иначе это будет не совсем правильно и грамотно. И еще бы я посоветовала обязательно перед сном, ну не совсем перед сном, конечно, есть еще несколько правил, это касается питания, что нельзя ни в коем случае есть тяжелые продукты, то есть ужинаем мы за 2-3 часа до сна. Если же у вас очень захотелось что-то все-таки покушать, то лучше что-то легенькое, то есть, допустим, выпить стакан кефира или съесть банан. И, конечно же, если вы все-таки голодные, но при этом у вас в голове то, что нельзя есть, да, но вы просто поймите, что если вы очень голодны, вы просто не уснете. Поэтому, как говорил мой папа, голодным я не усну, я лучше пойду поем и крепко засну. Вот, поэтому всегда нужно, ну, с умом к этому подходить, и очень сейчас много информации, и всегда лучше познавайте свой организм вот так пошагово, по чуть-чуть, можно сказать, разговаривайте с ним, уважайте его, вот, и тогда он откликнется на все ваши, так скажем, старания. И, конечно же, еще я хочу сказать, что очень много информации сейчас, и вот мы даем большую информацию, но самое главное не просто слушать, а действовать. Конечно, без действий никаких результатов никогда не бывает. Но я обычно говорю, когда мы говорим о целях там или о чем-то еще, что такое действие, да, что нужно сделать, очень часто задают вопрос, вот что нужно сделать, чтобы там чего-то добиться. И я привожу всегда пример, потому что это всегда моя проблема. Что нужно сделать, чтобы раньше лечь спать? Кто может ответить на это? Раньше лечь спать. Раньше лечь спать. Да, все выключить и лечь. Да, просто волевым движением нажать на все кнопки, выключить все и идти уже в душ, в ванну и дальше. Я, знаете, еще что хотела сказать. Еще должно быть в спальне очень уютно. Вот уютно, хотя бы вот тот угол, где ты ложишься. И вот если там уютно, если ты понимаешь, там первый раз зашел, второй раз зашел, где-то на третью ночь ты понимаешь, что, ой, нет, вот хочу туда. И еще, когда мы ложимся, почувствовать вот это, ну, когда вот ты, особенно когда устал, вот Жанетта об этом говорила, вот эта мышечная усталость, когда ты ложишься уставший, вот это ощущение расслабленных мышц, да, оно всегда, вот его чуть-чуть зафиксировать. И тогда ты начинаешь уже расслабляться действительно не просто механическим каким-то автоматическим образом, но еще и со смыслом, с мозгами. И вот это тоже помогает очень. Угу. Ну что? На вопросы-то будете отвечать? Да, да. Вопросы. Да неужели? Наконец-то дали слово. Давайте я с самого первого. Вот, что входит в эликсир, какие масла? Это в самом начале спрашивали. Кто будет отвечать? Давайте все по чуть-чуть. Ну, конечно, здесь очень много эфирных масел. И, кстати, вот чем хороши эфирные масла, потому что каждый человек, особенно когда вот у нас есть много композиций, вот Ольга Васильевна показала композицию «Крепкий сон», каждый человек находит вот в таком ассорти эфирных масел, каждый чувствует свое. Вот, допустим, в этом эликсире очень много эфирных масел, которые хорошо, как я уже сказала, работают с полостью рта. Здесь у нас масло апельсина, здесь у нас масло лаванды, здесь у нас масло шалфея, мята. Я вот всегда чувствую апельсин, уж очень он мне нравится. Масло счастья, масло хорошего настроения, детское масло. Деточки очень хорошо на него реагируют. И вот, кстати, мамочкам, которые присутствуют на наших эфирах, или кто будет смотреть наш прямой эфир, очень рекомендую, потому что вот у меня на практике все мамочки приобретают вот это эфирное масло. Особенно сейчас деткам очень сложно, потому что поменялся учебный процесс, вот, и жизнь вообще во многом поменялась. Можно использовать вот это эфирное масло. Допустим, ребенка провожаете в школу утром, сделали или в аромамедальон капнули одну капельку, или в такой же диффузор. Вообще это масло хорошего настроения для всей семьи
очень хорошо будет и удобно. Как вы относитесь к маслу ладана и как это масло влияет на сон? Ну, можно ответить, да? Ну, нужно. Давай я, может быть, Ну, давай. по очереди. Я просто люблю очень ладан, и ладан – это масло, которое как бы улучшает энергетику нашу и очищает ее от накопленного, скажем так, негативного дневного опыта, да, от каких-то взаимодействий. И очень хорошая смесь – это апельсин, эвкалипт и ладан. Как раз вот эта смесь, она прекрасно помогает уснуть. И ее очень хорошо использовать для сна, допустим, капельку на ватный диск и на подушку. Будете прекрасно спать. То есть в таком случае апельсин, он снимает вот этот дневной стресс, эвкалипт, он улучшает наше дыхание, он помогает насыщению крови кислородом, и ладан, он восстанавливает нашу энергетику, которую мы где-то там в течение дня в наших взаимодействиях, может быть, немножко это, ну, нарушили. Но я Поэтому еще хочу, замечательное масло. Да, еще хочу дополнить. Я бы не порекомендовала сразу же пользоваться одним ладаном, а вот именно этой смесью, как порекомендовала Люба, потому что ладан все-таки очень такое серьезное масло. И если мы используем его именно перед сном, то я не то что вас пугаю, а просто хочу вас предупредить, что он может вытащить из вашего подсознания, какие застарелые такие вещи, которые вы сами от себя, может быть, даже не ожидали. То есть он очень хорошо работает с подсознанием. Люб, я права? Вот, поэтому он может вытащить такие интересные вещи, какие-то ваши страхи. А как мы знаем, что именно во сне, почему нам иногда снятся какие-то, ну, то есть, так скажем, не совсем интересные сны, спокойные, потому что именно во сне мы прорабатываем какие-то ситуации, которые мы наяву, с которыми мы не смогли, так скажем, справиться. И поэтому вот ладан в этом случае, он может достать из вашего подсознания давно забытые какие-то проблемы, которые вы постарались, так скажем, куда-то вглубь, внутрь, подальше как бы заретушировать их, вот, но при этом вы ее не решили, эту проблему. Вот ладан, он может это проявить. Поэтому сначала начинайте, конечно, использовать его смеси с другими эфирными маслами, но не как мономасло. Как мономасло это нужно подготовленному человеку, знакомому с ароматерапией. Вы знаете, вот все масла эфирные, вот мы уже давно пользуемся этими маслами всякими, да, и многие люди, и на себе проверено это, и на своих друзьях и знакомых, многие люди подбирали это масло под себя. Ну, например, рекомендовали масло лаванды. Лаванда великолепна. Кто-то говорит, я так хорошо сплю, все замечательно. Когда я попробовала лаванду, у меня всегда сновидения, причем они какие-то тревожные. Ладана еще не было. Вот лаванда у меня вызывала вот такой вот эффект. Но, кстати, оно мне не очень нравилось, потому что мы знаем, что эфирные масла мы выбираем все-таки носом. Апельсин был значительно мягче, но был такой период в жизни серьезный, достаточно такой нервный и напряженный, когда не работала вообще ни апельсин, ни лаванда. Я пыталась какими-то еще маслами, ну никак, ничего не получалось. И мне порекомендовали масло мяты. Почему мяты? Потому что мята снимает вот эти спазмы, расширяет сосуды, может быть, вот как раз это и нужно было. И было сказано, что мята часто работает на сильные депрессии лучше всего. И вот меня как раз оно тогда успокоило. Но когда появилась вот эта смесь, вы знаете, она сработала у меня в первый же день, ну, в первую же ночь, я имею в виду. То есть я просто помазала нос и капнула на рубашку. И я даже не поняла, когда я уснула, настолько это было быстро, и в 6 часов вообще не просыпалась совсем. И после этого почему-то дня 3 мне показалось, что оно на меня не работает. Потом я снова к нему вернулась. Ребята, оно действительно восхитительное, потому что вот этот сон, который, кстати, вот когда Жанна это сказала, сначала разобраться, безусловно, нужно сначала разобраться, что с тобой, почему ты не спишь. Но даже если ты выспишься, 2-3 ночи, может быть, как раз будет вот этот вот обратный процесс, скажем так. Поэтому вот смесь Sleep Well, восхитительная смесь, которую сделал Сильвио Фригали и Кристо Фригали в компании Alexana Aromatica,
Там у нас несколько смесей. Вот одна из первых была как раз вот эта, потому что это проблема общемировая, скажем так. Люди сейчас слишком много слушают и смотрят всякой дряни для того, чтобы потом вообще не спать. Еще Да, 4 вопроса, еще... и вопрос по бизнесу очень важный. Ольга Васильевна, наверное, вы ответите. Угу. Так, теперь основной вопрос человечества. Зависит ли сон от приема пищи в позднее время? Конечно, конечно, зависит. Конечно, я об этом сказала. Жанет, можно это самое? Жанетта сказала 2-3 часа. Я где-то читала вообще до 4 часов, 4 часа. И вообще самое простое, что может быть, это даже, ну, говорят, кефир, там яблочко можно съесть, что-то еще, да, конечно. Но идеальнее всего работает горячий напиток. Причем любой, ну, без сахара, конечно. Либо это даже просто горячая вода работает уже. Горячая вода или слабенький горячий чай, или какой-то горячий компотик, там не сладкий, скажем так, вот он успокаивает, и тебя успокаивает, и как-то вот настраивает. Хорошо. Это очень важная вещь, потому что как только там мясо на ночь, иногда говорят, ну, вот как собаки спят, они на ночь наедаются, спят. Я говорю, ну, пардон, мы же все-таки не очень собаки, хотя похоже. А еще, ну, Ольга Васильевна, помните, говорили это самое, наши супчики, да вообще, в принципе, любой, вот особенно такой теплый, мягкий напиток, овощной суп, пюре, это вообще просто идеальный вариант. Да, даже бульончик, да, овощной бульон или овощной суп какой-нибудь легенький, такой пюрешечка. Да, и он очень хорош. И хорошо, потому что некоторые люди вообще не могут заснуть не голодные. Ну, я вообще хочу сказать, что... У меня знакомая, она не могла спать вообще. Вот, то есть если она на ночь, вот она вечером приходила, ела, и только после этого она ложилась, потому что иначе она могла долго ворочаться и никак не спать. Поэтому тут надо тоже очень индивидуальный такой момент, и надо все-таки прислушаться, прежде всего слушать себя. Хочу, кстати, сказать, что очень много и часто люди путают чувство голода с чувством жажды. Вот если человек не допивает воды в течение дня, поверьте мне, он обязательно захочет вот что-нибудь перед сном съесть. Потому что не зря существует такая поговорка: хочешь есть, попей водички. Вот попейте теплой воды сначала, да, подождите 20-30 минут, и вы тогда организм вам конкретно покажет, действительно ли вы хотите есть, или все-таки у вас это было ощущение жажды, нехватка воды. Потому что нехватка воды в организме, она всегда, то есть провоцирует вот это постоянное чувство что-то перекусить, съесть. Ну, вообще, Жанет, да, вообще у диетологов это звучит так. Я как профессионал в этом деле, вечно на диете с перерывами. У диетологов это звучит так. Первая, значит, поговорка: если ты хочешь есть, значит, ты хочешь пить. Вот это прям первое. А второе, когда ты говорила, тоже очень важная штука, когда если ты хорошо выспался, ты теряешь вес. Это точно совершенно, потому что они говорят следующее: не выспалась, все, объелась. Это все равно, что ты объелась. Вот настолько важны вот эти вот все моменты. Вообще, конечно, тема очень широкая, и здесь можно, я думаю, что нужно будет ее взять еще раз и еще раз по каким-то вопросам. Если будет много вопросов, а я думаю, они будут все равно, здесь нужно к этому хорошо подойти. Очень плохо мы относимся к своему сну. Ну, очень. Только самые разумные люди, которые понимают вот это значение, эту серьезность сна правильного. Привычка, у меня родилась такая фраза: привычка вовремя не ложиться спать ведет к привычке часто открывать холодильник. Ух ты, здорово. Здорово, интересно. Игорь, какие еще вопросы? До хрена вопросов, просто вы остановиться не можете, и как бы... Какие заболевания могут обостриться при недосыпании? У меня там слайд есть про это. Вот первым пунктом, который мы говорили, это ожирение, это сердечно-сосудистые заболевания, Жанна так говорила, да? Жанна, что еще там? Да я просто хочу сказать, что нарушение ритма сна и недосып постоянный, это все, как Любочка сказала, все очень плотно связано с психосоматикой.
А что такое психосоматика, да? То есть это когда человек, если не высыпается, то это стресс. А что такое стресс? Когда мы находимся в состоянии стресса, у нас, то есть идут, ну, так скажем, зажимы мышечные, блокируются, да? И поэтому вот именно, а если у нас блокируются мышцы, то, соответственно, ухудшается кровоток, а мы знаем, что все органы у нас, соответственно, то есть, да, это и капилляры, и сосуды, и поэтому идет общее нарушение. И недосып, естественно, он будет бить именно в то место, где у человека, так скажем, слабое место. Вот, извините за такую вот тавтологию. Поэтому сердечно-сосудистая система и нарушение работы поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, потому что у каждого органа существует время активной работы и время отдыха. И если вы начинаете сбивать вот эти все часы, то, соответственно, организм просто не понимает, что вы от него хотите. Вот и все. Ну, не вы, а мы, да? Мы хотим, да. Вы? Да. Мы с вами. Короче, он нас не понимает, и поэтому возникают разные заболевания. Конечно, да. Психосоматику никто не отменял. Игорь, еще вопросы ждем. Ну, тут не совсем профильный вопрос. По подушкам мы их вроде не продаем. Мы же не продаем подушки, да? Нет, подушки мы не продаем. Вот, но какие подушки вы рекомендуете? Ну, видимо, для того, чтобы комфортно спать. Ну, ортопедические, наверное. Да, ортопедических сейчас очень много. Я тоже вот последние полгода сплю на ортопедической подушке. И хочу сказать, что это очень удобно и совершенно другое качество сна идет. Очень было как-то мне тяжело к этому привыкнуть, но ничего, усилие воли, дисциплина. Ну, вы знаете, здесь все равно подушку надо. Мы просто недавно ездили, сын выбирал подушку. Сейчас действительно это очень просто. Там можно и матрас выбрать, полежать на этом матрасе, и подушку он несколько раз там прикладывался к ней. С подушкой, конечно, надо выбирать. Я была несколько лет назад, я просто мечтала о гречневой подушке. Мне было так удобно, и причем я ее взяла, легла, и как будто бы я всю жизнь на ней спала, несмотря на то, что она достаточно жесткая. Потом в какой-то момент, долго я спала, 2 года, может быть, чуть даже больше. Потом в какой-то момент я почувствовала, что у меня шея и вот здесь вот плечо просто затекает. Я ушла с этой подушки. Здесь все равно нужны ортопедические подушки, вот эти вот всякие жесткие. Это вообще не мой вопрос, не для меня, наверное. Я думаю, что вот это супер индивидуальная такая штука, которую нужно примерять, и она не навсегда. То есть в какой-то момент вот тебе эта подушка жесткая подходит, потом может быть другая более мягкая. Мне сейчас просто есть подушка с шелком. То есть китайская подушка, в котором шелк внутри. Ну, пока мне это очень нравится. Хотя мы не продаем. Все равно подбирайте, идите, получите удовольствие. Около вас будут скакать, вы ляжете на эту кроватку, попробуйте одну подушку, другую, третью. Красота. Есть люди, которые вообще спят без подушки, я даже знаю таких людей. Но просто вопрос еще в том, что анатомически есть то есть такие отклонения у людей в шейно-воротниковой зоне. То есть есть такая артерия, вертебральная артерия, да? И вот здесь уже не приходится говорить о том, что удобно вам или неудобно, это просто необходимость для таких людей. Ну, это уже, да, это уже нужно к доктору. Да. Игорь, еще вопросы? Ну, тут такой чисто технический вопрос. Это, конечно, лучше уже тут лично с человеком обсуждать. Вопрос следующий. Есть ли возможность наладить доступные поставки заказов продукции в Калгари, это, я так понял, Канада, да, Альберта, из США получается дорого? Вот я тут из США получается дорого? Да. Ну, так я понял, что стоимость пересылки получается дорого. Слушайте, а давайте с вами, наверное, поговорим просто отдельно. Игорь, вы напишите там мой скайп, и мы поговорим. Ну, это комментарий в Фейсбуке был задан, то есть, наверное, можно зайти на страничку этого человека. Хорошо, я тогда зайду и отвечу. Поговорим во всяком случае об этом. Я найду сейчас его. Угу. Ну, тут еще про матрасы. Ну, про матрасы вы вроде говорили. Про мягкие матрасы, как на них удобно или неудобно спать.
Нет, но Вы здесь, приняли? опять же, относительно индивидуально, потому что когда человек ложится, есть несколько точек соприкосновения, соответственно, да, то есть это шейный вот отдел, несколько позвонков шейного отдела, пояснично-крестцовый, копчик и так далее. И поэтому тут, конечно, просто нужно, очень мягкий матрас не нужен, и очень жесткий не нужен, он должен быть средний жесткий, как я уже сказала. Ну, а наполнитель матрас, это уже вы сами выбираете, все это нужно. То есть первый признак того, что вам матрас подходит, вы встали утром, полноценно выспались, у вас нигде нет болевых ощущений, никаких мышечного застоя, вот, тогда это говорит о том, что этот матрас вам подходит, точно так же, как подушка, все очень просто. А и вот Жанночка, еще ну это для этого важный нужно вопрос. спать в магазине, ночь переспать, да? А сколько Еще минимально должен спать человек? Минимально 4 часа. 4 часа минимальное количество сна и максимальное, ну, это, допустим, те данные, с которыми я, так скажем, встречалась, это не более 9 часов. Ну вот Любочка у нас обнаружила такую информацию. Да, вот новая информация, что может быть и 11 часов, и 10 часов, и 12 часов. То есть это тоже очень такой индивидуальный показатель. Да. Вот, поэтому нельзя сказать, что вот минимальная 4, максимальная там 8 или 9. Каждый человек, ну, надо себя слушать и слышать, и прислушиваться к своему организму и идти за его потребностями, скажем так, потому что для кого-то 5 часов, 6 часов, и он бодрый, весел, а для кого-то это совершенно недостаточное количество сна, поэтому все-таки нужно прислушиваться к себе и найти свой какой-то ритм, и найти свою продолжительность, ту, которая будет вам комфортна, и после которой вы будете чувствовать себя активно и хорошо. Вы знаете, у меня там есть маленькая презентация, я ее, наверное, выставлю, не будем ее показывать, ну, может быть, просто пролистаю. И там есть такой слайд, где показаны, как спали гении, как спят гении. Например, Наполеон спал 4 часа, Бальзак, по-моему, вообще то ли 3, то ли 4 часа, Леонардо да Винчи 2 часа, то есть у каждого свое. И очень интересно, значит, вот что, человек, который спал, так, кто же это был? Это чуть ли не Фрейд, наверное. Наверное, он посмотрел на Леонардо да Винчи, решил, что если ему 2 часов достаточно, то ему тоже будет достаточно. Так вот, через несколько лет такого вот режима у него были психические нарушения. И когда ему восстановили сон, когда просто сказали, что так нельзя, и вообще сон восстановился, здесь все вот прям стало хорошо. У меня вот тут вопрос из дома. У меня тут вот дома задали вопрос с записочкой. Можно ли при аритмии применять капли для сна? Имеется в виду вот этот, наверное, да, Sleep Well? Да, Свет? Ну, может кто-то ответить на этот вопрос? Конечно, можно, потому что там в состав входят масла, которые как раз работают у нас с аритмией. В частности, это лаванда, это нейроли масло, там есть валериана, то есть, которую мы пользуемся для нашей также часто для того, чтобы успокоиться, и она есть в каплях для сердечно-сосудистой системы, поэтому очень хорошая смесь, и у нее нет противопоказаний, по крайней мере, вот, я не слышала, что были какие-то противопоказания. Спасибо большое, спасибо. Так, музыка. Вот тут у нас вопрос замечательный. Какая музыка перед сном, какую музыку можно слушать? Ну, рок точно нельзя. Помните, есть такая японская книга о воде японского автора, когда она несколько лет назад вышла, и сначала смотрели вообще с таким удивлением и с таким шоком, когда показаны вот эти вот капли воды, молекула, да, молекула воды, которая, и как снежинки, которая после прослушивания какой-то музыки, и вот у нее разный рисунок. Так вот, если не помните, то обязательно наберите, посмотрите, вот как что бывает с водой после прослушивания музыки. Так вот, после тяжелого рока это был просто хаос.
Вот совершенно никакой формы не было. А вот после классической музыки это было такая изысканные звездочки, как снежиночки, причем разные формы. После народная музыка, там тоже была более упрощенная такая снежинка, но классика, конечно, была совершенно просто вот роскошная, узорчатая такая снежинка. И да, но это все равно должна быть очень тихая музыка, спокойная, и все-таки, наверное, музыка, которая нравится. Кстати, если песня, с которой связаны какие-то воспоминания, неважно, хорошие или плохие воспоминания, грустные или тревожные, она, наоборот, не будет способствовать тому, что ты хорошо уснешь. Но я бы порекомендовала еще, Ольга Васильевна, можно реплику чуть-чуть? Я бы Да. порекомендовала слушать действительно музыку, но не песню. То есть это должна быть музыка, и не нужно слов, потому что мозг уже должен готовиться ко сну, и поэтому не нужно перегружать себя какими-то ненужной информацией. Да, и еще я бы порекомендовала использовать перед сном какую-то дыхательную практику. Это очень хорошо способствует тому, чтобы войти прекрасно в сон. Это вот как раз к той реплике, когда я говорила, придумать себе традицию, да, то есть ровно хорошо подышать, глубоко успокоиться, если вы это сделаете под свою любимую музыку прекрасную, да, если еще вы добавите эфирное масло, то это вот вам, пожалуйста, готовая традиция, это такая вещь, которая будет уже воспоминание днем о такой традиции, я думаю, будет вас уже успокаивать и настраивать на хороший сон. Ну, кстати, еще, знаете, есть, Ольга Васильевна, еще один такой момент, как хорошо уснуть. Говорят, что очень полезно смотреть в небо. Это вообще благотворно влияет на нервную систему, не просто в небо. И хорошо засыпать, когда вот представляешь, закрываешь глаза и представляешь небо. Я просто когда-то это практиковала одно время. Это действительно работает. Так что я думаю, это лучше, чем считать баранов. Да, если нет у кого-то под рукой крепкого сна, то можете просто представить небо такое голубое, приятное, с облаками, и посмотреть в него. Игорь, есть еще вопросы, а то мы не остановимся. Открылось второе дыхание. Останавливайтесь. Вопрос... Нет, еще тут много вопросов накидали в комнате Zoom. Спать лучше в холодной комнате или теплый воздух? Только в холодной комнате. Вообще англичане спят при температуре 15 градусов. Жестко, я знаю точно. А так вообще рекомендации от 18 градусов. У них просто, Ольга Васильевна, в Европе там проблемы с отоплением, поэтому они там и все спят на свежем воздухе. Ничего похожего. Нет? Лишь бы ЖКХшники наши это не услышали, то вообще топить не будут. Ну да. Лучше спать, да, в проветриваемой комнате должна быть температура, правильно Ольга Васильевна сказала, 18-20 градусов, но при этом должно быть очень теплое и легкое одеяло. Тогда вы будете чувствовать себя комфортно. Еще? Все. Ну и хорошо. Ну, покажите мои картиночки, пожалуйста, если можно. Я так как просто, я не буду много комментировать, я просто их про... Мы сегодня не сказали, да, по поводу того, что вопросы задавать, и ничего не сказали, где искать. И Ольга Васильевна, а может быть в следующий раз, если вы говорите, что там целая презентация подготовлена, ее подробно хорошо сделать и не в следующий раз, а с вопросами. Чуть попозже. Да, пожалуйста, дорогие мои, не забывайте подписываться на наши новости, потому что эфир у нас идет по понедельник и четверг, 2 раза в неделю, прямой эфир, и здесь можно задавать любые вопросы, работают профессионалы всех, так сказать, направлений, и темы, которые мы берем, ну, мы думаем, что они достаточно важны, потому что мы проводили такой небольшой опрос, что было бы интереснее всего, и мы-то думали, вот, что пандемия, это сейчас только вирусы, и все, тут ничего похожего. Задают вопросы и о состоянии волос. У нас будет, по-моему, следующий прямой эфир в четверг, как раз по волосам, правильно? Да. Там будет Юлия Сафонова работать, да, потому что в Вивасане
роскошная просто серия для волос, для любого типа волос. Это и шампуни, и бальзамы, и маски, и для поврежденных волос, и для крашеных. То есть это только вот если говорить о шампуне. У нас уникальные краски, щадящие, с огромный такой оттеночный ряд замечательный. У нас восстанавливающие есть продукты, которые действительно восстанавливают корни волос и структуру волос. Вот это будет у нас уже в четверг. То есть каждый понедельник и каждый четверг у нас проходит какой-то прямой эфир на определенную тему. Все это мы выставляем в соцсетях как анонс, да, что у нас будет и о чем будет разговор. Пожалуйста, приходите, приглашайте, делитесь своим друзьям, делитесь со своими друзьями и не забывайте подписываться, потому что вот об этих эфирах вы будете получать, мы не будем надоедать. Мы не будем надоедать. Мы будем очень четко соблюдать, так сказать, субординацию и присылать только вот информацию о наших эфирах. Если у вас еще остались вопросы, если вы их написали в чате, мы обязательно ответим на эти вопросы. Спасибо всем за участие и оставайтесь здоровы и приятных снов, сладких снов вам, хорошего отдыха, спокойной ночи. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.